известно, если вы не думаете о будущем, то у вас нет настоящего. Я считаю, что мы сейчас живем в мире, который перестраивается. Он, мне кажется, уже не устраивает никого. Мир достиг пика совокупного долга в 2020 году. Ни одной страны мира нету, которая лидеры во всем. Попытка сделать все свое или все-таки необходимость сотрудничать? Вслед за этой технологией человечество и люди должны тоже ступить на ступеньку вверх. Мы находимся в начале процесса, когда мы производим новую колонизацию окружающего мира. Вмешательство в эти алгоритмы на самом деле приводит к плохим последствиям. Здесь идет речь о способности государств обеспечить обновление демографии своих стран. Всем привет! Мы сегодня на летних экспертных встречах открытого диалога будем говорить о мегатрендах. Эти тренды разные: человек, технологии, глобализация или деглобализация, финансы, демография. В общем, будем говорить о будущем. И в этой связи вопрос. Как будто бы проблем хватает. Турбулентное время. Нужно ли вообще думать о каком-то большом будущем, заниматься футурологией, иногда, может быть, оторванной от реальности? Или это не так важно сейчас? Ну, во-первых, никто не думает о будущем, которое оторвано от реальности. Как известно, если вы не думаете о будущем, то у вас нет настоящего. И те тренды, о которых мы говорили весь этот год в открытом диалоге, это те тренды, которые формируют уже реальность именно сегодня. И технологические изменения, и геополитические изменения, то, что формирует нашу жизнь сегодня. Поэтому важно понимать, что является причиной происходящих сегодня событий и куда будет дальше развиваться картина, в каком направлении. Вы просили активно критиковать доклад, который мы сегодня тоже будем разбирать. Удалось. Критиковали активно. Больше 200 писем, отзывов. Мы сегодня собрали такие самые конструктивные и попробуем сегодня проверить доклад на прочность. Готовы? У нас действительно задуманный формат открытого диалога — это всегда вовлечение людей, экспертов со всего мира в обсуждение того, что происходит на нашей планете и куда она движется. Поэтому эта открытая дискуссия, в которой любой человек на планете может принять участие, может подискутировать, может предложить свои идеи, это на самом деле основа открытого диалога. Открытый диалог. Международный проект, который объединяет экспертов, аналитиков и людей со всего мира, чтобы вместе понять, куда движется человечество. Доклад второго цикла проекта посвящен ключевым мегатрендам, которые уже меняют мир. Авторы фиксируют слом прежней модели глобализации, трансформацию финансовой системы и стремительное технологическое развитие. Демографические изменения и новые технологии меняют рынки труда, общественные институты и само понимание суверенитета. В новой реальности главным ресурсом становится человеческий капитал, способность человека учиться, адаптироваться и раскрывать свой потенциал. Но любой прогноз – это не окончательный ответ. Это приглашение к открытому диалогу. Ну что сейчас будет происходить? У нас будет 5 тактов разговора, каждый по своей теме. Начнем мы с глобализации или международной кооперации. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Доклад больше не отвечает на вопрос, а задает их. Для того, чтобы подумать вместе о том, а как нам быть. Потому что понимание общего контекста – это уже залог большой победы в будущем. Мне очень бросилось в глаза то, что там технологизация и цифровизация была одним из блоков. Хотя, с моей точки зрения, если посмотреть весь доклад, цифровизация – это основная причина того, почему пришлось писать доклад. Ну, то есть это то влияние на наш мир, которое приводит к этим изменениям. И потеря субъектности человеком, и изменения в экономике – все так или иначе происходит из-за того, что происходит цифровизация. И там очень мало внимания уделено, но мне по долгу службы положено, конечно, кибербезопасности. Потому что, когда мы говорим про суверенитет, мы часто говорим про то, что можно строить цифру. Да, цифровой суверенитет – это твоя способность строить цифру. А также строить ее тогда, когда кто-то тебе запрещает. Но также цифровой суверенитет подразумевает, что если ты ее построил, через эту цифру твою жизнь нельзя остановить. Нам кажется, что цифровой суверенитет появляется тогда, когда мы делаем полностью свою цифру. Но мне кажется, это даже для нас невозможно. Это во-первых. А во-вторых, субъектность в нашем современном мире теряют не только люди, но и страны. И если посмотреть, как много стран осталось, которые вольны делать то, что они
считают нужным, все по пальцам руки можно пересчитать. И поэтому, если мы хотим жить в лучшем мире, наша задача все-таки добиться того, что суверенитет будет не только у нас, но и у других стран. А все страны себе цифру не построят. Поэтому здесь очень важный момент, что глобально нужно выстраивать цифровизацию мира таким образом, чтобы каждая страна чувствовала себя свой суверенитет в цифре, даже не будучи способны ее сделать. Действительно, мы, когда с экспертами работали весь этот год в рамках открытого диалога, мы, по сути, только коснулись понятия цифрового суверенитета. Это, на самом деле, только начало этой дороги, да, потому что, что постулирует доклад? Доклад постулирует то, что цифровой суверенитет становится важным элементом суверенитета в современном мире. При этом немножко коснулись данных, у кого данные, немного коснулись алгоритмов, но целый большой пласт вопросов, к которому нужно отнестись и над ним очень плотно поработать. А что именно цифровой суверенитет? И здесь вот я с этим замечанием абсолютно согласен. Понятно, что сделать все лучше всех ни у кого не получится. Нет ни одной страны мира, у кого бы это получилось. Поэтому это второй тезис о том, что суверенитет одной страны достигается через суверенитет многих. Это, на самом деле, тоже очень интересный посыл, на котором надо поработать. Ну, вот в разделе, связанном с геополитикой, мы говорим о том, что появляются новые центры глобального суверенитета, и как раз на это можно посмотреть через призму цифрового суверенитета. Ну, мне кажется, самое важное, что не пытаться, по сути, в лоб купить этот суверенитет так, как он покупается в других частях мира. Ну, к примеру, там, сделать свою нейросеть со своим датасетом, со своим обучением, так, чтобы она получилась на уровне мировых, это очень большие деньги. Это очень большие деньги. Каждая страна это должна сделать. Может быть, нет. Может быть, должна появиться какая-то открытая модель, но не только веса, но и датасет, который можно дообучить, можно проверить. И нам надо признать, что мы во многих областях не лидеры. И мы, когда выбираем свой путь, мы во многом смотрим на лидеров и пытаемся его повторить, а мы не лидеры. Не лидерский путь, он другой. Не лидерский путь, он где-то может быть дешевле, где-то посильнее, но он другой. И самое важное, что ты, да, это может быть оскорбительно в моменте, но ты начинаешь делать вещи, которые не делают американцы, не делают китайцы, потому что они лидеры, а мы где-то не лидеры. Максим Станиславович, мы должны признать, что мы не лидеры. В каких-то вопросах мы точно лидеры, да, вот, например, если говорить про искусственный интеллект, цифровые платформы, то с точки зрения нашей экономики, я считаю, что мы одна из тех стран, которая максимально внедряет и максимально быстрее внедряет в жизнь. В финансах, в здравоохранении, в городских сервисах, по целому ряду других направлений мы показываем действительно очень хорошие результаты, и наши решения востребованы во всем мире. Но вот я с чем полностью согласен, что на самом деле ни одной страны мира нету, которая лидеры во всем. Потому что здесь мы опережаем в больших языковых моделях, сейчас американцы на первом месте, китайцы на втором и так далее. Поэтому вот абсолютно правильный вопрос, как найти баланс. Баланс, где ты должен лидировать, где ты можешь лидировать и сколько тебе это будет стоить. Да, можно лидировать в любом направлении, сконцентрировав ресурсы. Вопрос, является ли этот подход оптимальным для тебя, да, дает ли он максимальный результат. Да, мы знаем много примеров в мире, когда даже небольшие страны концентрировались на чем-то и достигали очень серьезных результатов, но в ущерб всему остальному. Вот этот поиск вот этого баланса, как с одной стороны обеспечить суверенитет, да, как говорят математики, решение задачи мини-макса, то есть это максимизация суверенитета при минимуме издержек. И это же не про деньги. Это про то, насколько там, условно, Касперский с Позитивом, со Сбербанком могут сесть вместе и объединить какие-то данные. Насколько внутри государства мы можем сказать, что вот они были инциденты, они очень опасные и страшные, давайте их засекретим. А давайте нет, давайте мы все-таки их дадим какому-то ограниченному количеству компаний, поучимся на них, но сделаем это так, чтобы это без ущерба для национальной безопасности. И вот здесь, на самом деле, есть такие хорошие шорткатики, но у нас, знаете, у нас в коммерческой среде есть такая привычка. Мы все время валим все на государство. Государство недостаточно прыткое, недостаточно там такое кооперативное и все. Но если взять сектор прям коммерческий, то вот там кооперация построена ничем не лучше. Ну, то есть где-то там деньги, где-то еще что-то, все, нафиг стратегические цели государства, страны, все, вот у меня здесь деньги, я это делаю. Ну, то есть на самом деле, ну, не надо валить друг на друга, надо просто взять и на каждом месте задуматься о том, что на самом деле есть стратегические цели, есть страна, надо объединяться. Кооперация рознь. Да, ты можешь кооперироваться так и достигать результата таким образом по партнерству, когда ты себя обезопасиваешь. То есть это когда
и ты нужен партнеру, и партнер нужен тебе, когда вы вместе двигаетесь вперед. Поэтому кооперация тоже бывает разных видов. Есть не бинарный ответ, да, сам или с кем-то, да, всегда есть на самом деле гораздо больше оттенков у этого процесса. Кооперация всегда хороша тогда, когда есть высшая цель, которая одинаковая для разных сторон. Ну, есть Ну, то есть высшая можешь- цель, есть взаимозависимость, есть, то есть очень много других параметров, которые делают эту картину гораздо более многогранной. Ты заведомо попадаешь в ситуацию, когда тебя могут обмануть и ввести в заблуждение, просто потому, что ты не в курсе проблемы. Мне кажется, конечно, у нас есть некие сейчас базовые направления, от которых мы все чувствуем, мы очень сильно зависим, и зависит наше будущее. Это ИИшка, это кибербез, ну и как ни крути, это роботы, робототехника. Вот эти 3 направления, они точно такие, которые могут нам дать очень большой либо сюрприз плохой, либо хороший. В этом плане мое убеждение, что страна та будет двигаться быстрее и быстрее обеспечивать необходимые результаты и цели в том случае, если внедрение новых технологий в практическую жизнь, в практическую реальность будет идти быстрее. И очень здорово, что у нас в стране и финансовые технологии, городские сервисы. Вот я считаю, что сейчас та система, которую строит Москва в здравоохранении, это лучшая система, это лучшая цифровая платформа в мире по управлению здоровьем. Да, там еще много что нужно сделать, большое количество того, что необходимо достичь в будущем, но на самом деле то, что уже есть, это действительно образец того, как можно достигать результат, где-то используя собственные технологии, где-то заимствование, но знание и понимание, и глубина этого понимания здесь у нас одна из самых высоких. Ну что ж, переходим ко второму такту. Финансы. Все всегда привыкли считать, что финансовая система, ее основа — это банки. Но такая система может быть сложной. Вот не проще ли ее заменить какой-то более примитивной, что ли, системой, когда есть один центральный банк, есть цифровые деньги, и все сразу стало просто. И в докладе встает вопрос о переходе к новой финансовой инфраструктуре. Все верно. Я хотел поблагодарить Третий Рим за этот доклад. Действительно, не часто увидишь такой длинный взгляд на перспективы финансовой системы и собранные в одном месте, наверное, главные тренды, которые будут определять ее развитие, трансформацию в следующие 5-10 лет. Думаю, что вот то, что мы называем традиционной финансовой системой, лучше называть современной финансовой системой. Мы ей должны многими инновациями на рынке финансовых продуктов, развитие рынка капитала, производных финансовых инструментов, а главное, снижение стоимости всех этих расчетов. Это более современная версия системы. Я думаю, что она и более эффективна, чем одноуровневая финансовая система. Вторая мысль, которая мне показалась удачной, но вызывает у меня вопросы тоже, это фокус доклада на долге. Действительно, уровень долга суверенного, коммерческого, долга домохозяйств растет. В последние годы растут и стоимость его обслуживания. Это новый тренд, которого не было 5 лет назад. До этого мы говорили о нулевых процентных ставках. С другой стороны, рост самого этого долга и процентных ставок, на мой взгляд, является симптомом, не проблемой. Мы видим, что Китай растет, продолжает расти темпами в 5%, США выросли на 2%, и для экономики размером в 30 триллионов долларов это 600 миллиардов новой добавленной стоимости. То есть этот дополнительный долг трансформируется в реальную добавленную стоимость и устойчивый и высокий рост, из которого общество может далее черпать ресурсы. Маленькое замечание по сути к секции про долг состоит в том, что у читателя может создаться впечатление о том, что мы лежим на неустойчивой взрывной траектории роста долга, неустойчивой траектории. На самом деле, сами данные доклада показывают, что это фактически не так. Мир достиг пика совокупного долга в 2020 году из-за большого бюджетного импульса и очень мягких кредитных условий. С тех пор, 5 лет, уровень долга глобальный сокращается. Последнее и самое важное, это полностью мое личное мнение, но мне кажется, что оптимизм доклада относительно цифровых валют в центральных банках не обоснован. Мое впечатление состоит в том, что цифровые валюты центральных банков — это решение, которое пытается найти свою проблему.
Поэтому трансформационный эффект цифровых валют центральных банков, мне кажется, мог бы реализоваться, если бы сама идея реализовалась очень быстро. Прошло 6 лет, у нас огромное количество теоретической литературы, бумаг о том, как мы будем регулировать цифровые валюты центральных банков, и есть даже прототипы, но широкого использования, которое позволило бы нам сделать выводы о том, что на практике они приносят ту пользу, на которую центральные банки рассчитывали, просто нет. Очень интересные мысли. И давайте вот порассуждаем о финансовой системе, банках, как об институте, да, который очень важен для развития экономики, развития общества. И, как известно, как говорили классики экономической науки, любой институт — это одновременно и пчела, и саранча. Так вот, то, что мы наблюдаем в последнее время, что действительно функция и проявление финансовой системы как саранчи, оно становится все больше и больше. Да, я всегда задаюсь вопросом, в том числе как человек, который раньше отработал в банках, что же такое делают банкиры, что они должны получать в разы больше, чем инженеры, чем врачи, чем другие высококвалифицированные специалисты. Поэтому первый вопрос, первый момент, что если финансовая система не будет меняться, не будет трансформироваться, то она в этом плане обречена на умирание в той форме, в которой она есть. Из-за того, что она очень дорогая и очень несет высокую нагрузку, вот эти вот издержки ее функционирования очень высокие для экономической системы. Второй момент, который связан с долгом, тут история-то с чем связана, что когда была создана вот эта двухуровневая модель банковской системы, функция создания новых денег, печатания, скажем так, новых денег, она была полностью отдана на откуп коммерческим банкам. И косвенное последствие того, этой функции, то, что для долгосрочного развития экономики необходимо выдачи кредитов частному сектору, государственному сектору. Поэтому, смотря в будущее, очевидно, что финансовая система, которая, с одной стороны, несет очень высокие издержки для функционирования экономик, с другой стороны, ведет к очень серьезному расслоению в обществах, поляризации общества и другим проблемам, это просто конструкция вся неустойчивая, она не может идти вечно. Явно ей на смену должно прийти. Вот вопрос, что придет? Цифровые инструментарий цифровых валют центральных банков чем? Какой особенность имеет? То, что он забирает монополию на производство денег опять на уровень государства. А это означает, что создание денег возможно без расслоения с точки зрения активов. Совсем другой подход, и очевидно, что эта функция решается. Понятно, что государство не сможет справиться единолично с функцией аллокации капитала. Да? Здесь вот эта система только работает тогда, когда на более низких уровнях в частной экономике такие решения принимаются. У нас эссеисты есть, которые тоже очень критически отнеслись, как вы и просили, к докладу. Вот я прошу Елену Веревочкину, которая там отдельно написала эссе про роль Центрального банка и про цифровые валюты. Елена, если можно, ваш вопрос сразу к обоим спикерам. Не считаем ли мы, что монополия, как финансового рынка или любая другая монополия, это утопия? И даже при наличии технологических предпосылок, таких как развитие технологий блокчейна, смарт-контракты, распределенные реестры или, например, цифровые активы, даже при наличии этих технологий, которые позволяют сделать центральный банк, по сути, не только заниматься мегарегулированием, но и сделать его монополизатором этого рынка. Так вот, я считаю, что при всех обстоятельствах нам нужно максимально уходить от любой монополии. Да, на самом деле я во многом согласен. Монополия зачастую, не всегда, сейчас я скажу об этих моментах, монополия зачастую это всегда символ неэффективности, символ проблем и так далее. В этом плане мотивация, вот мы об этом говорили в первой части нашей дискуссии, мотивация у экономических агентов должна сохраняться. Если эту мотивацию они теряют, и ход движения вперед не будет. В этом плане на всех уровнях экономической системы, конечно же, должна сохраняться мотивация. Но первый тезис — это то, что есть области, где отсутствие монополии было бы большой проблемой. Например, монополия государства на применение силы. Давайте, если мы говорим о том, что монополия плохо, можно же дойти до того, что и полиция должна быть частной, и армия должна быть частной. Вряд ли мы придем к какому-то хорошему результату.
И второй момент. Монополии в частном секторе, если монополия государственная, главный риск — это неэффективность, то монополия частная — это в первую очередь злоупотребление и концентрация прибыли на монополисте. И вопрос. Мы же говорим о том, что в настоящий момент времени существует монополия у частных банков на создание новых денежных средств. Это факт, это тот мир, в котором живет и Россия, и другие страны все последние десятилетия. Я 2 слова добавлю. Я полностью согласен, что важно определить периметр монополии. Например, есть рациональная монополия, когда центральный банк устанавливает ключевую ставку. Это решение распространяется на весь сектор, на всю экономику. Это монопольное решение, это не какой-то консенсус частного сектора. Но важно понимать, мне кажется, что мы здесь немножко называем монополией текущей возможности банковского сектора создавать деньги, тогда как я полностью согласен, что сектор состоит в условиях не просто конкуренции, а жесткой конкуренции за каждого клиента, за каждое решение и за каждую, на самом деле, минуту, проведенную в приложении. Спасибо большое. Как раз мы сейчас перейдем к следующим темам. Это будет не пчелы и не саранча. Мы поговорим, наверное, о одной из самых актуальных проблем и тем, которые сейчас у нас есть, и возможностей тоже, это платформы. Спасибо. О платформах всегда было принято думать как о посредниках. Они как-то связывают продавцов, покупателей. Но со временем эта роль значительно увеличилась. Сейчас фактически платформа может много чего решать. Тигран, наверное, начну с вас. Вот что... Понятно, что без регулирования не обойтись. Но все-таки что опаснее? Вообще не регулировать или перерегулировать? И как найти баланс? Прошу вас. Да, спасибо большое за вопрос. Тема непростая. Я хотел бы на нее посмотреть немножко с другого угла. В докладе, мне кажется, сделается такой вывод, что платформы — это инфраструктура для управления экономикой. На самом деле это биржи. Это биржи, где есть участники, где есть исполнители, либо продавцы услуг, либо продавцы товаров и те, кто обеспечивает спрос. Это, возможно, специализированные биржи, где ставки делают не всегда сами покупатели, а есть какие-то алгоритмы. Я так достаточно глубоко погружен в тему, как устроены все бизнесы в мире, которые агрегируют, по сути, такси, и наша, и Яндекс.Такси, и мировые. То в основе алгоритмов, в основе системы стоит баланс спроса и предложения. И на самом деле, значит, есть 2 проблемы. Первая проблема, что если эту задачу решать нехорошо, то тогда твоя платформа не эффективна. И в реальности вся конкуренция в мире, которая сейчас происходит между компаниями на одних и тех же рынках, это когда приходит одна компания с алгоритмами, с формулой баланс спроса и предложения лучше, чем другой. Потому что маркетинг, дистрибуцию, это все можно сделать деньгами. Просто можно прийти с какими-то бюджетами. Но в долгосрок эффективность системы реально определяется, насколько у вас лучше алгоритмы баланс спроса и предложения. И второе, что вмешательство в эти алгоритмы на самом деле приводит к плохим последствиям. В реальности у платформы очень ограниченные возможности каким-то образом повлиять на цену. Алгоритмы должны быть платформы прозрачные, требования должны быть прозрачные и исполнителям, и потребителям, и государству. До какой-то степени, до той же, которой и, например, биржи во всем мире открыты для всех участников системы. С этими тезисами не поспоришь. И в этом плане вообще какой этап вообще переживает сейчас мировая экономика? Мы видим, что все больше и больше сегментов экономической сферы, социальной сферы платформизируется. Действительно, новая форма организации управления рыночной деятельностью. И в этом плане всегда есть соблазны, и всегда есть те зоны, которые нужно избегать, да? Если платформа, это же не важно, кто будет регулировать, платформа должна обеспечивать бесшовный поиск контрагента, определение наиболее эффективной цены, целый ряд других параметров, но при этом сохранять и не вмешиваться в мотивацию конкретного человека. В этом плане платформа — это организационный инструмент. Но абсолютно критично, абсолютно важно, даже в сфере здравоохранения сотрудников медицинской сферы качественно оказывать услуги,
спасать жизнь людей с одной стороны, человеку управлять своим здоровьем, принимать решения по тому, как он себя ведет. С другой стороны, это как бы очень важный элемент. Мотивация должна сохраняться у всех агентов. Потеря мотивации означает гибель платформы в любом случае. Тигран, я вот все-таки вопрос про агентов задам. Вот я хочу записать дочку в школу. Я говорю ей агенту, давай-ка подбери школу по параметрам. И агент начинает классно это делать. Но потом я понимаю, что и школы уже наняли и агентов, и в итоге агенты общаются с агентами. Давайте, если уже мы на примере Яндекс.Такси, или вообще такси-сервисов, неважно, то человеку сложно было обзвонить всех водителей вокруг. То есть если бы можно было представить, что человек имеет все номера телефонов всех водителей, он всех обзвонил, спросил, кто где находится, и там потом. Но очевидно, что это сделать просто невозможно. Как минимум, пока будешь обзванивать, уже все поменяется. Что меняет искусственный интеллект? Агенты могут делать одновременно, параллельно много задач за человека. И если в случае, на самом деле, для искусственного интеллекта таких примитивных задач, как покупка конкретного товара или заказ конкретной услуги, скорее платформа здесь будет выигрывать, потому что они алгоритмически быстро это смогут сделать, то, например, для сложной задачи, одна из сложных задач, которая у человека, это, например, спланировать отпуск. Это многокомпонентная, сложная задача, где на самом деле выбор очень всегда не очевиден, направо или налево. В общем, я буквально добавлю, мне кажется, что еще важное изменение, которое произойдет, что благодаря и агентам, по сути, платформизируются или цифровизируются те услуги, которые раньше были невозможно оцифровать. Потому что, есть у меня такой пример, это ремонт в доме. Это не обязательно капитальный, а попробуйте что-нибудь, просто нанять человека, что-нибудь отремонтировать, заменить дверь, просто межкомнатную дверь. Вы сразу получите там десятки вопросов, на которые обычный человек не способен ответить, он даже не знает терминологии. И именно по этой причине, например, в мире не существует реально действующих цифровых платформ по ремонту квартир или по ремонту даже чего угодно. Таких индустрий очень много. Это огромные рынки, которые сейчас, по сути, в этом отношении как бы бесхозны. И агенты решат эту задачу, потому что, по сути, каждый человек в стране получит в мире, каждый человек в мире получит личного ассистента. Или даже, на самом деле, такую много ассистентов. Можно будет одного ассистента отправить заниматься ремонтом, а второго ассистента устраивать ребенка в школу или в детский сад. Вот это не вопрос организации сделок. Это вопрос снятия следующего уровня транзакционных издержек. И в этом плане комбинация платформ как инструмента заключения сделок и поиска оптимальных решений и агентов, которые будут эту асимметрию информации снимать, они и в этом даже сегменте, будем надеяться, когда-нибудь это произойдет, и все перестанут страдать от некачественных ремонтов, дорогих, затянувшихся во времени и всем остальном. В этом плане использование их для совсем простых задач, может, там, где выгода не столь очевидна, может быть действительно экономически нецелесообразным. Потому что, если взглянуть на всю отрасль искусственного интеллекта сейчас, об экономической эффективности там сейчас речи не идет. Весь мир сжигает гигантское количество денег в компаниях искусственного интеллекта. Я тут чуть-чуть не соглашусь. Вот за последний год произошло изменение. Первая отрасль, где есть уже экономический эффект и очень значимый, это программирование. Сегодня уже эффекты, которые достигаются за счет искусственного интеллекта в программировании, кратно окупаются. Ровно про это и говорю, что есть задачи, для которых будет оправданное использование и агентов, а есть задачи, где выгода небольшая, затраты выше этой выгоды, и там, то есть и агент — это не то, что возьмет и будет сопровождать любую транзакцию, любую операцию в нашей жизни. Из-за того, что это услуга, которая стоит денег и требует ресурсов, очевидно, что область у нее будет чем-то ограничена. Вот где эта граница пройдет, пока никто не понимает. И сейчас использование, конечно же, гораздо шире, еще раз потому,
что компании, изобретающие и разрабатывающие такие инструменты, готовы сжигать на этом деньги. Так всегда происходит на ранних стадиях изобретения тех или иных технологических решений, но потом все это устаканивается, и постоянное сжигание денег, оно невозможно, да, и, соответственно, в какой-то момент экономическая модель здесь будет трансформироваться, и вот часть зон, конечно же, от этого освобождаться. Вот Юра Максимов приводил пример малой модели, и, безусловно, на самом деле это все будет оптимизироваться, в частности, малыми моделями. Вопрос экономической эффективности здесь. Что-то мне подсказывает, что сделать ремонт мне эффективно, быстро и дешево в ближайшее время не светит. Я всегда волнуюсь, когда кто-то начинает подсказывать, как быть разумным, потому что слово «разумный» можно определить по-разному. И здесь вопрос, кто будет искусственный интеллект поставлять. Антон Тамарович, вот вы говорите о искусственно-интеллектуальном суверенитете или искусственно-интеллектуальной зависимости. Вот нужно ли нам независимость от ИИшки? Если я правильно понимаю ваш вопрос, прошу вас. Да, здравствуйте. Мне кажется, недостаточно внимания уделяется дискуссии про вообще достижимость и экономическую целесообразность полной автономии в сфере искусственного интеллекта. Может быть, нам рациональнее будет сосредоточиться как раз на тех местах, в которых у нас есть конкурентное преимущество, те ниши, которые для нас наиболее понятны, при этом пользоваться достижениями вот международных технологических каких-то разработок. Я хотел как раз подвести к мысли о том, что появление модели DeepSeek китайской, она как раз же с открытым доступом. Многие... С открытыми результатами, но не с открытым кодом. Поправить модель DeepSeek невозможно. То есть весь процесс ее создания не является открытым. Но при этом ее можно дообучить и по факту не тратиться на вот эту большую базовую разработку. В этом суть, как мне кажется, open source, когда мы берем, open waste, да, когда мы берем часть уже разработанного и под себя это докручиваем. Так вот, возвращаясь к России, мне кажется, что для нас было бы более целесообразно управлять нашими зависимостями. Что это значит? Пользоваться мировыми технологическими достижениями, где нам это выгодно, при этом делать собственные альтернативы в тех секторах, где это критически необходимо. При этом сама стратегия развития искусственного интеллекта должна строиться через практические вопросы. Какие зависимости у нас есть в этой теме? Сколько стоит снизить эту зависимость и какую управляемость мы получим в итоге. Как результат мы перераспределим наши ресурсы и, собственно, сфокусируемся на тех нишах, в которых у нас есть наибольшее преимущество. Я вот в этом плане абсолютно с вами согласен. И действительно вопрос поиска этого баланса и правильного ответа на те вопросы, которые вы поставили. А там, на самом деле, очень большое дело в деталях находится. Понятно. И мы же так сейчас и делаем, да? Мы активно используем все те наработки и все те возможности, которые есть в мире. Но дальше вопрос. Вот о чем мы говорили, когда мы с Юрой обсуждали? Для того, чтобы понять, где твоя уязвимость, ты должен понимать, с чем ты имеешь дело. Если ты не понимаешь, как сделаны эти открытые веса, на основе каких процессов и как они выработаны, да, как натренирована модель, то тебе сложно дальше работать с уязвимостью. У тебя просто твой уровень понимания этой конструкции не такой высокий. Поэтому только создав собственную модель, натренировав собственные веса, да, может быть, она будет хуже, но пройдя этот процесс, у тебя понимание становится гораздо больше. А дальше мы сталкиваемся с чем? Что такое обучение, оно очень дорого стоит. Создание современной большой языковой модели, вот Тигран не даст соврать, это сотни миллиардов рублей ежегодно на вычисления, на электроэнергию, на работу специалистов, для того, чтобы попытаться сделать продукт высокого уровня, который будет там хотя бы на 2-3 поколения соответствовать передовым разработкам. Я думаю, что мы находимся абсолютно в начальной стадии развития нового искусственного интеллекта, агентских моделей и тому подобное. Скорее, сервисов, которые возникнут, продуктов и технологий, которые возникнут вокруг этого, мы пока все перечислить не можем. Я согласен с тем, что создание фундаментальной базовой языковой модели является одним из точно фундаментов этого будущего мира, но точно не единственный. Например, инфраструктура для работы агентов не менее важна. То есть можно иметь модели, их может быть очень много, они будут открыты, они просто будут, извините, валяться просто по всему миру, выложенные.
Но если они не применяются через агентов, то ну, ничего у нас не будет. Здесь вот в этой цепочке нету неважных элементов. То есть, еще раз, самое важное — это то, насколько мы внедряем новые технологии, насколько они создают новую добавленную стоимость с точки зрения экономики и качественный результат для человека с точки зрения социальной сферы. Одновременно с этим нельзя забывать о том, что все это может быть разрушено, если вы не обеспечиваете безопасность и если вы не держите руку на пульсе фундаментальных вещей, которые лежат в основе этого. Вот этот баланс, который нам надо найти, до сих пор удается, хотя я с Юрием согласен, что у нас уязвимостей очень много, не только у нас, в любой стране мира. У нас есть еще один вопрос. Сергей Кондратьев. В связи с тем, что сейчас активно используются генеративные модели искусственного интеллекта, в том числе молодежью, для создания их собственных идей, разработок, исследований и так далее, но при этом, по сути своей, они теряют какой-то элемент, процент своего критического мышления, поскольку можно сказать, что даже результат, вот по моему опыту, даже технический результат, полученный нейросетями, бывает политизированным, не совсем нейтральным. Можно ли сделать, скажем, настройку для технологического суверенитета или создать новый вид суверенитета, суверенитет субъектности в аналогии с технологическим суверенитетом экономики и институциональным? Ну, я вот что считаю важным, что действительно, когда появляется любая новая технология, это всегда вызов для человека, для общества, как правильно интегрировать эту технологию в свою жизнь и как сделать так, чтобы она несла пользу не только краткосрочную, но именно долгосрочную. И действительно, система образования, она должна видоизмениться, да, потому что появление нового инструментария, оно, с одной стороны, открывает очень большие возможности для качественного улучшения того процесса раскрытия потенциала, таланта каждого ребенка. Но, с другой стороны, она несет и риски, связанные с тем, что есть всегда соблазн воспользоваться каким-то решением для того, чтобы вот это избежать движения вперед. Каждое следующее поколение с учетом нового технологического уклада, оно становится другим. В этом плане главное, чтобы человек оставался над технологией, понимал ее плюсы, минусы и умел грамотно использовать. И сейчас бытует мнение, что из-за того, что, по сути, современные модели могут написать практически любой код, то программисты не нужны будут. Но если посмотреть назад, что происходило там последние 70 лет с программированием, каждые 10-15 лет возникала новая технология, которая поднимала программирование на новый уровень абстракции. Начиная от того, что когда-то писали, по сути, программисты были те, кто расставляли транзисторы на плате, и программирование было, это программирование транзисторов, а потом микросхем. Потом возникли языки низкоуровневые, высокоуровневые, языки-интерпретаторы. И интересно, что каждый раз поколение новое, то есть старое поколение, которое писало программы на какой-то технологии, оно всегда так смотрело на новое поколение свысока, мол, это не до программиста, потому что только мы понимаем, как на самом деле работает код. И в нашей, например, в моей молодости были программисты, которые не принимали языки-интерпретаторы и при этом оптимизировали код на ассемблере, там какие-то делали ставки. И каждый раз количество таких инженеров только увеличивалось, потому что расширялся рынок. То есть те задачи, которые вчера были еще недоступны для автоматизации, они становились доступны. Это автоматически расширяло количество просто отраслей, направлений, где можно теперь автоматизироваться. И я думаю, что с искусственным интеллектом произойдет то же самое с программированием. Только я не уверен, что количество программистов будет экспоненциально расти, потому что здесь можно привести другой пример, да, еще совсем недавно, да, там 200 или 300 лет назад, до промышленных революций, практически вся занятость человечества была в сельском хозяйстве. Посмотрим, что будет в будущем. А мы сейчас перейдем к следующему такту, который, наверное, самый важный. Это такт демография. Когда мы говорим о демографии, то вот есть постоянный разговор о том, что нужно увеличивать рождаемость, нужно переломить глобальный тренд. И если есть такой большой тренд демографии на сокращение, то все наши инициативы, они только немножко их отсрочат. Могут ли они изменить тренд? А самое главное, могут ли они изменить этот тренд
без вмешательства в свободу воли. Но вот если выбрал человек такой путь, ну вот, значит, выбрал. Об этом поговорим сейчас. Елена, если можно, начнем с вас. Отчет содержит мысль о том, каким образом мы должны адаптироваться к ухудшению демографической ситуации. Мы должны заботиться о тех людях, которые живут в нашем обществе и сегодня. Но демографическая политика состоит в том, чтобы повысить устойчивость. Здесь есть два измерения. Прежде всего, адаптация, возможность адаптации. И второй компонент — это возобновляемые ресурсы в демографии. Я говорю здесь об условиях, которые благоприятствуют тому, чтобы люди создавали семьи, и демографическая политика. Это не только возможность управлять сложившейся ситуацией, но и возможность думать о будущих поколениях. Далее я хотела бы поговорить о суверенитете. Здесь мы говорим не только о территориях, населении и правительствах. Мы сегодня слышали о технологическом, энергетическом суверенитете, о платформах. И также нам нужно говорить о суверенитете демографическом. И здесь идет речь о возможности и способности государств в долгосрочной перспективе обеспечить обновление демографии своих стран, а также развивать человеческий капитал и остаться также на уровне необходимых социальных условий, социального обслуживания. Необходимо обеспечить процветание семей, процветание людей, потому что люди должны быть в центре любой политики, которой мы занимаемся. И третий момент очень важный — это, конечно, человеческий капитал. Это на самом деле одна из ключевых историй, которая влияет на большое количество сфер нашей жизни и очень серьезно влияет на то, как выглядит наше будущее. И мы видим примеры тех стран, которые принимают те или иные решения, влияющие на демографическую ситуацию, или, наоборот, не принимающие, не делающие ничего, и затем попадающие в ловушку, с которой уже сложно выбраться. Можно посмотреть на азиатские страны. Япония, Южная Корея, страны, которые долгое время находятся в ситуации низкой рождаемости и при этом отсутствия серьезной внешней миграции в эти страны. Мы видим и пустеющие города, пустеющие школы, нагрузка на пенсионные системы и так далее. Целый комплекс проблем, с которыми страны на самом деле не понимают, как они будут справляться. Вклада в экономику гораздо меньше, чем нагрузка на социальную сферу и те проблемы, которые связаны с мощным массовым миграционным притоком. Опять же, принятые раньше решения, может быть, неосознанно где-то принятые, они ведут к очень серьезным долгосрочным последствиям. И вот мне абсолютно понравился тезис про демографический суверенитет. Это такое вот понятие, о котором нужно рассуждать, о котором нужно думать, которое нужно специфицировать и которое должно вести к активной демографической политике. Мы в России стараемся это делать, вы знаете, большой спектр и инструментов демографической политики, поддержки семей. Вот буквально с июля этого года у нас заработала новая мера поддержки работающих семей с детьми через возврат уплаты налога на доходы физических лиц. Мы живем в то время, когда 30% наших людей в производственном возрасте не имеют детей и не планируют их заводить. И как вы сказали раньше, кто-то даже говорил про свободу воли, да? Да, это частный выбор. Персональный выбор, сколько детей иметь ли детей. Но если мы окажемся в ситуации сегодня, где 30% нашего населения находится в ситуации, у которых нет детей, хотели бы или нет, но ситуация такова, у них нет детей, принимают люди свои, имеет эффект на все сообщество, и с этим нужно что-то делать сообществу. Поэтому демографический вопрос — это не проблема одного министерства, это проблема всего правительства, и, может быть, даже проблемой всего сообщества. Нам всем нужно участвовать в решении. У нас, как всегда, есть вопрос от эссеистов. В этот раз Полина Анофриева. Полин, прошу. По прогнозам, к 2050 году в Африке 620 миллионов человек выйдут на рынок труда, и, безусловно, их нужно будет обеспечить работой. Но в то же время автоматизация и искусственный интеллект устраняют миллионы рабочих мест. Возможно, нам стоит перейти от традиционной концепции создания рабочих мест к тому, чтобы просто человека обеспечить социальными гарантиями вне зависимости от формы его занятости. И если мы согласны создавать новые институты, новые правила игры, то кто должен сделать первый шаг? Национальные правительства, либо же международные организации, или вовсе такие объединения, как БРИКС. Что нужно сделать, с чего надо начать? Возможно, с реформирования налоговой реформы,
системы соцгарантий, или же вообще что нам нужно делать сейчас, а не через 10 лет? Ну вот вы больше ушли так в технологическую тему. На самом деле, первое, что очень важно понимать, что проблем с рабочими местами не будет. Это задача не микроэкономики, не технологической политики, это задача макроэкономики. Если у вас есть куда приложить трудовые ресурсы, то всегда макроэкономическими инструментами можно создать дополнительный спрос, который сформирует эти рабочие места. Поэтому вопрос здесь больше не в общем количестве рабочих мест, а в изменении их структуры. Это как бы первый тезис. Второй тезис. Вы говорите о том, что все, кто занят в экономике, должны быть обеспечены определенными социальными правами. Это абсолютно правильно, я этот тезис абсолютно поддерживаю. Но важно понимать следующий момент, что если одни рабочие места дают добавленную стоимость, которая позволяет финансировать и социальные гарантии, и высокий уровень дохода, и новые инвестиции, это одна ситуация. Если появляются рабочие места, где добавленная стоимость не такая высокая, то это в целом понижает эффективность экономики. Поэтому такая занятость, она дает скорее негативный, чем позитивный результат. Поэтому нам нужно, первое, стремиться для того, чтобы безработица, а у нас в России одна из самых низких безработиц в мире, если не самая низкая среди крупных стран, оставалась низкой, чтобы всегда была возможность найти занятость. На каждой технической революции задает этот вопрос. Вопрос о рынке труда. Что происходит? Что создаются новые типы рабочих мест, новые работы создаются. Вот давайте посмотрим 20-30 лет назад. Мои родители никогда не слышали о таких профессиях, как разработчик приложений или архитектор облачных сервисов и что-то такое. У меня 5 детей. Я считаю, они будут работать тоже на таких рабочих местах, которых я сейчас не могу себе представить. И такие страны, как наша, которые сталкиваются с падением количества населения, не будут испытывать проблемы со слишком большим количеством человек на одно место. Наоборот, у нас будет, наверное, нехватка людей. Абсолютно правильно. Почему-то человечество постоянно боится о том, что работы не хватит. Действительно, вопрос выживания человечества, выживания отдельных стран, отдельных обществ, отдельных социумов. И еще раз повторюсь, рассуждение об этом и выработка решений через концепцию демографического суверенитета, мне кажется, абсолютно оправданно и абсолютно правильно. Большое спасибо. Переходим к заключительному 5-му такту. Мне кажется, все наши такты суммируют 5-й такт, где мы говорим о человеке. Очень хорошо помню момент, когда компьютер стал впервые обыгрывать человека в шахматы. Прям стабильно. И в этот момент все стали говорить, ну все, понятно, теперь все, никто в шахматы играть не будет. Но потом посмотрели и поняли, что появление мощного компьютера-шахматиста вообще никак не изменило расклад сил. Вот никак. Вот те, кто умел играть, они вот те же там на вершине и остались. Просто они стали пользоваться компьютером и искусственным интеллектом уже сейчас как помощником. Дмитрий, наверное, вопрос к вам. Что сегодня важнее? Человек, человеческий капитал или субъектность, человеческий потенциал? Количество шахматных партий в мире за единицу времени за последние 10 лет выросло в сотни и тысячи раз, которые играют людьми. Вот это вот, мне кажется, самый такой яркий ответ на ваш вопрос. То есть рост носит почти экспоненциальный характер даже в шахматах. В этом смысле искусственный интеллект создает бесконечное количество новых рабочих мест. Это тезис номер 1. Мы находимся не просто в самом начале процесса, мы находимся в начале процесса, когда мы производим новую колонизацию окружающего мира. Вот нас окружал физический мир, будет окружать киберфизический. И вот это вот слияние цифрового и физического создает невероятное количество новых возможностей. И действительно у него, помимо задачи выживания каждого человека, появляется вторая великая задача — выживания всего человечества. И для выживания всего человечества нам потребуются все доступные люди, которые вместе с искусственными интеллектами будут оцифровывать окружающий мир. Потому что такое цифровка мира? Это появление в нем дополнительной обратной связи. То есть не имея цифровых инструментов, невозможно бороться с климатическими экстремумами.
понимая глубоко окружающий мир, мы будем его настраивать, меняя в этом процессе экономическую систему. Да? И это вот мне сегодня немножко не хватило того, что, как кажется, именно токен претендует на роль нового эквивалента стоимости. Значит, в отличие от традиционных валют, как валют, да? Именно токен такой новой супервалютой постепенно становится. А бесконечное количество новых рабочих мест потребует всего того знания, которое у нас накоплено. В этом смысле важнейшая наша задача экспертная состоит в том, чтобы прекратить использовать выражение «искусственный интеллект». То есть между искусственным интеллектом, который есть у большой языковой модели, и искусственным интеллектом, который есть у специализированной нейросетки, которая лежит вот в устройстве, значит, где крутишь, рычаг и вырабатывается электричество, и там есть голосовой помощник, да? Вот между ними гигантская разница и почти ничего общего. И пора, что называется, идти в системе разделения труда в следующий уровень и прекращать говорить об искусственном интеллекте как о чем-то общем. Так же, как и о роботах. Да? Вот мы много лет пытались принять закон о роботах. И не получилось. Почему? Потому что нет ничего общего у медицинских манипуляторов и биржевого робота, который торгует. Хотя они называются оба роботами. И вопрос, а кто победит в этом соревновании, когда у каждого GPT под капотом, у каждого доктора наук под капотом, у каждого все знание человечества под капотом. И вот эта вот новая модель конкуренции, она очень интересная. Когда я про это думаю, у меня получается такая немножко псевдокастовая система. Значит, типов отношения людей, их роли и образования по отношению к искусственному интеллекту. Где внизу люди, которые вообще никак с искусственным интеллектом не взаимодействуют. Они же в самом верху. Это одновременно низшая каста и одновременно самая высшая. Самые счастливые люди, которые могут прожить остаток своей жизни, значит, на ферме, где-то там далеко, вообще никак ничего этого не зная. На уровень повыше немножко, но одновременно действительно в самом низу, это те люди, у которых доступ к большим моделям политически ограничен. То есть если ты способен создать систему, которая будет отдавать ответ выше, чем дает Клод или DeepSeek, лучше, ты получаешь преимущество в военной сфере, в экономической сфере, в социальной сфере, в любой другой. И вот этот вот человеческий потенциал, который способен работать в момент, когда знание общедоступно, он является, с моей точки зрения, главным фокусом. Я это называю системой 6 чувств. Вот это вот чувство, когда ты разговариваешь с большими моделями, порождая вместе с ними что-то невероятно красивое, невероятно новое, это, мне кажется, и будет главным конкурентным преимуществом для таких поколений суперталантов, поколений суперинженеров. То есть тех, кто способен поставить себе под капот тысячи агентов, да, раздать им роли, но воодушевляя их, продолжая действовать, не сдаваясь, мы должны, конечно, выращивать такое поколение супертворцов, которые не сдаются искусственному интеллекту, а умеют его укрощать и вместе с ним создавать что-то принципиально новое. Ради, конечно, великой задачи выживания человечества, потому что зачем еще нам нужно 650 миллионов наших новых друзей из Африки? Дмитрий в этом плане как раз мыслит теми пространствами, которые шире искусственного интеллекта, и на основе предыдущих знаний невозможно осознать это новое. Но на самом деле, рефлексируя на то, что было сказано, главный вывод какой? Действительно, новые технологии дают очень большие возможности. С точки зрения экономики это означает большую новую добавленную стоимость. И на самом деле успех различных стран и обществ, он зависит от того, насколько эта добавленная стоимость будет использована для того, чтобы дать новое качество новому поколению. Вот так вот упрощая все, что было сказано, да, много возможностей, но можно доход от использования сконцентрировать узкой группы населения, проесть его, что-то еще сделать. А можно вложить в наших детей, дать им возможность. Мы прекрасно знаем, что
всю историю человечества, каждое следующее поколение, ну, с различной волатильностью такой, но на длинном историческом горизонте, следующее поколение, они умнее, лучше, сильнее. И мы всегда надеемся, что наши дети будут лучше нас. И вот задача человечества, получив мощный инструмент создания новой добавленной стоимости, воспользоваться им для того, чтобы дать новое качество новым поколениям. Мне кажется, вот очень важный момент. Он будет доступен большинству. Это означает, что чтобы дифференцировать себя от остальных, ты должен делать качественный шаг вверх. И возвращаясь к лудитам, на самом деле создание любой технологии, но зачастую разрушает определенные монополии. Но вот, например, сейчас очень широко дискутируется история, насколько искусственный интеллект конкурирует и разрушает монополию, например, создателей музыки. Мы знаем, что сейчас уже происходит на всех глобальных цифровых платформах. Доля треков, сгенерированных искусственным интеллектом, растет экспоненциально. И монополии на вот такое творчество базовое. Раньше для того, чтобы даже написать простую музыкальную композицию, нужно было обладать определенными знаниями, иметь определенные программные продукты и так далее. То сейчас, и благодаря этому, так как количество таких людей было ограничено, они монополизировали доход, связанный с этим видом деятельности. Появление музыки также из розетки, да, которая создается новая, оно вот эту монополию на такой простой вид деятельности уничтожает. У нас, как обычно, есть, пока мы все живем с этим, вопрос от эссеистов. Анатолий. Вы сказали, что основным вызовом современной эпохи как раз-таки является возможность сохранить самостоятельное принятие решений. Как вообще вы видите, за счет каких механизмов, за счет каких институтов можно сохранить свободное принятие решения человеком в эпоху цифровой платформенной экономики? Возможно ли это вообще сделать? Или мы все ближе и ближе к тому будущему, где все решения принимаются алгоритмами, искусственным интеллектом, а мы просто пользуемся этими платформами? Спасибо. Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Поэтому индивидуальная свобода, она не была возможна раньше, невозможна сейчас и является таким псевдофеноменом. Вопрос, какие общественные механизмы позволяют это балансировать, он очень важный. Вы правы, необходимо использовать опыт создания искусственных социальных иерархий, которые на горизонтальном уровне подтверждают квалификацию человека. В этом смысле вот такие механизмы социальной верификации людей и поддержки экспертного знания, да, они, безусловно, необходимы. Я с вами полностью согласен, их надо развивать и создавать. Ну, ровно для этого мы и создаем открытый диалог, чтобы все могли здесь общаться, обмениваться идеями. Это касается не только российского общества, это всемирная инициатива, да, потому что к нам сюда, в Москву, из десятков, даже больше сотни стран съезжаются люди для того, чтобы это вот на этой площадке обмениваться мнением. Возможно, она им будет играть такую роль, будет одним из элементов вот этой многогранной системы новой. Все-таки в некоторых моментах образования искусственный интеллект показывает себя исключительно полезным. Ну, например, он может гиперперсонализировать задачи для детей. Ну, то есть одному делать про самолетики, другим про машинки или про куклы. И таким образом больше детей вовлекаются в образование. Так все-таки это абсолютное зло или немножко можно допустить, даже если вот озвученная вами политическая структура все контролирует? Я не знаю. Мне кажется, это лучший ответ на весь открытый диалог. Но человечество всегда живет в поиске. И всегда что-то новое происходит, и всегда каждая новинка несет и возможности, и риски. Это тот процесс, который был, есть и будет. И в этом плане здесь нет ничего нового. Каждый раз это что-то новое появляется в разных областях, несет разный масштаб возможностей, разный масштаб угроз. Но всегда это примерно одинаковый процесс вот на таком базовом уровне упрощения. Человечество живет в поиске. Мне кажется, прекрасный был бы слоган для Тиграна, который представлял блог про технологии. И мне кажется, очень хороший девиз для открытого диалога.
Мне кажется, для этого мы здесь собираемся, чтобы этот поиск никогда не заканчивался. Спасибо большое экспертам, участникам. Спасибо. Спасибо большое. Слушайте, ну, было жарко. Вы когда сказали, что 200 отзывов придет критических, я не поверил, но в итоге сотни писем. И, по-моему, в некоторых местах доклад прям разбомбили. Это нормально? Ну, любая критика — это хорошо, да, потому что нет ничего высеченного в граните, когда особенно ты пытаешься понять то, куда движется мир, какие ключевые тренды. Поэтому критика — это хорошо. Только через критику, через вот такой вот стресс можно идти к лучшему пониманию вопросов, пониманию, что движет миром, куда он движется. И главный вопрос всегда это, что нужно сделать нам здесь и сейчас, чтобы и сегодня, и в будущем жизнь наших людей становилась лучше. Так вот, столько критики и столько конструктива при этом. Переписывать теперь придется. Что дальше с докладом? Все эти доклады, все эти рассуждения, сам открытый диалог — это живая история. Она постоянно обновляется, постоянно приходит новое понимание, появляются новые тренды, новые изменения, новый анализ ситуации. Поэтому же задача открытого диалога — это вовлечь весь мир в дискуссию для лучшего понимания того, что происходит с миром, и общего понимания того, что нужно сделать, чтобы этот мир стал лучше. Ну, то есть это не конечная точка, это будет продолжаться и дальше, и на следующих встречах. Да. Там увидимся. Спасибо.